Дорогие друзья, здравствуйте. У нас третий день турнира DreamHack Мальмы. Рядом с вами находится тренер команды Нави Сергей Щук-Старик. Сережа, привет. Привет, Олежка. Я рад тебя видеть. Как у тебя настроение? Что происходит в твоей жизни? Можешь рассказать? Привет, нормальное настроение в жизни происходит. Как видишь, я на турнире был немножко игроком. Немножко вспомнил старое, стряхнул стариной. Немножко понравилось. Думаю, всем понравилось. Сейчас мы ждем небольшие изменения в момент турнира. Сейчас об этом поговорим чуть подробнее. Можешь рассказать, кто предложил взять тебя в качестве пятого игрока? То есть, когда были обсуждения, я понимаю, ты тоже принимал в них участие, и кто-то же предложил, давайте Сережа будет играть. Кто это был? Или это ты? Я сейчас расскажу более подробно, да, можно? Неделю назад у нас закончился мейджор. Мы сыграли, заняли второе место. По приезду обратно мы знали, что мы поедем на этот турнир, который будет в Мальме. И после приезда у нас небольшие были проблемы со сном. Мы нормально не могли наладить режим. Кто-то ушел в запой, кто-то начал заниматься своими делами. В общем, команда, скажем так, не была настроена сам турнир выигрывать. Плюс на самом турнире мы столкнулись с проблемой, что Владислав говорил, что у него действительно болит рука, и ему тяжело играть. И у нас опять стал вопрос, как же мы поедем в Мальме. Но мы решили, что по приезду он пойдет к доктору, более подробно все узнает, что да как, но по предварительным прогнозам он говорил, что он не будет играть в КС около 2 недель. Когда он пошел к доктору, сказал, что я не буду описывать, что это как, но у него действительно там проблемы с рукой, но он должен вылечиться. И у нас стал вопрос, что же мы делаем с этим турниром. У нас было 3 варианта, адекватных таких 3 варианта. Первый — это не поехать сюда вообще, просто сняться с турнира, отдохнуть, потому что все немножко устали после мейджора, надо набраться какой-то мотивации, просто отдохнуть, потому что у нас такой серьезный график был. Второй вариант — это поехать миксом, то есть взять, допустим, те же Фнатиков, взять Женя нас. Кто? Женя Ерофей. Да. Немного с ними сделать не такой микс и поехать на турнир, но тут стоял вопрос, разрешат ли организаторы, как это будет по сравнению с другими, к отношению к другим ребятам, которые у нас играют. Мы же не можем взять только одного игрока с Фнатик, потому что там, не знаю, там их 3 или хотело поехать, или 2, и у нас там сколько. И третий вариант был поехать, соответственно, со мной. Долго у нас было обсуждение, наверное, часа 2 или 3. Мы собрались по интернету, каждый высказывал свое мнение. Если помните, фильм был такой 13, там где... У всех было сначала одно мнение, а потом немножко поменялось. Но всем этим инициатором был Женя, конечно, Ерофеев, который сказал ребятам: мы команда, давайте будем командой, нам нужно сплочаться, давайте, Сережа поиграет вместо Владислава, тем более он все время приходил к нам на замену, но он знает все тактики, он знает все раунды, все гранаты, он знает, что к чему, и когда это будет не такая сильная замена, но все равно она будет адекватная, это чтобы никакого другого игрока чтобы он не попадал в наш коллектив, в нашу атмосферу там и так далее. Да, потому что если мы идем как команда с каким-то игроком, получается, Женя менеджер, я буду координировать здесь стоять, да, это немножко уже наши внутренние, наша внутренняя жизнь, наша игра, которую не желательно что-то в ней принимал участие. Понятно. Ты вообще немного играл до этого, тренировался, или ты уже полностью переквалифицировался в роль тренера и, соответственно, развивался в этом направлении? Или поигрывал там CSDM-чики? Честно сказать, нет, не играл вообще. Скажем так, я себя посвятил полностью определенными своими обязанностями. Сначала был менеджер, то есть я в КС опять же не играл. Был менеджером, занимался поездками, всеми остальными раскладами. Когда решили в сентябре, что я буду, или в октябре, не помню когда, в октябре, что я буду полностью заниматься роль тренера, координатором, то я стал больше времени уделять КС. Но должен сказать, что даже если ты не играешь, судя по всем результатам, особенно по тому, какой был процент эффективности на первой игре в групповом этапе, то у тебя порох такой есть, запал.
честно скажи, вот если бы была возможность, если она появится, готов снова вот взять, скажем так, мышку в руки и вернуться в строй таких профессиональных геймеров, игроков? Ну, во-первых, мне будет тяжело это все сделать. Во-вторых, решусь я ли это сделать, потому что сейчас я как бы нашел свое место, да, быть координатором, тренером. А тут вопрос идет в какой команде, в нашей или в другой команде, или как быть геймером, то есть в какой команде. Идти играть за тир-3 команду, у меня как бы всегда есть возможность такая, но стоит ли это мне делать, тоже непонятно. Ну, я уточню вопрос. Готов ли ты вот морально играть сейчас? То есть вот ты поиграл 2 игры в групповом этапе. Ощущалось ли вообще на тебя какое-то такое давление моральное, что я долго не играл, сейчас мне приходится играть ответственный важный матч, и, соответственно, боялся ли ты за результат или за то, что попадаешь ты в противника или нет? Не, ну, конечно, я нервничал немножко, потому что, я думаю, это вполне нормально в такой ситуации немножко понервничать, да, даже такому игроку, как я, ну, в прошлом у меня тоже большой, скажем так, стаж в этом есть. Да, немножко боялся за результат, но, скажем так, у меня не было такого мандража, и я так сильно не переживал, как мог бы, в принципе. Я знал, что, как бы я не завышал перед собой какие-то цели, что я должен быть там топ-фрагером, что у меня все будет хорошо, что я сейчас покажу там какую-то нереальную там крутую игру и так далее. Но по чесноку сказать, что, ну да, я выступил там, некоторые ожидали, может быть, большего, некоторые ожидали худшего. Я выступил как бы нормально, как я мог. Как бы я не играл в КС, я играл на где-то 6 часов, я поиграл ДМ. Перед поездкой мы решили командой вообще не тренироваться, потому что не было мотивации. Ну, поиграл там 3 часа каждый день, ну и поехал сюда. Вот так, сейчас небольшая такая ретроспективная часть. Насколько вот я помню, команда Na'Vi очень запоздала перешла на CSGO из 1.6. Соответственно, утратила очень большой такой период вот в новой, скажем так, эре Counter-Strike Go. Вы уже вот полностью, как бы, вот ты как тренер сейчас можешь тоже оценить со стороны, полностью вот забыли, вот это, снивелировали вот это расстояние? Или все-таки ощущается, что те команды, которые начали играть чуть раньше в Counter-Strike, CSGO, соответственно, они где-то чуть-чуть ну, выше вас там на полголовы? Или уже вот сейчас, когда вы вроде по рейтингу World Org 2 место занимаете в мире, соответственно, сейчас уже такой несглаженности нет, как думаешь? Я думаю, что первым мы сейчас занимаем 3 место. После того, как мы проиграли Люминосити, они стали на 2. На 1 все равно держатся Фнатики. Если мы выиграем этот турнир, то, скорее всего, мы будем на 1 месте в рейтинге. Ну, не факт. По поводу отставания, это, скажем так, сказывалось только первый год, когда мы перешли, когда некоторые команды, такие, которые, как, например, NIP или Very Games, да, они были, французская команда, они уже тогда играли в CS Source до этого, потом они начали играть в CSGO, мы все продолжали играть в CS 1.6. В тот момент, да, оно сказалось. Тогда, если вы помните все, что команда НИП считалась вообще непобедимой в одно время, они полностью там или год, или полтора Выиграли все подряд. они выиграли все подряд, у них было очень тяжело даже выиграть одну карту. На то время, да, это, конечно, сказывалось, что мы перешли позже, чем все. Плюс у команды Непов были 2 игрока, которые играли в Source. Там они подучили, как... Физика была больше. Они более были адаптированы к этой игре, и, соответственно, у него был такой результат. Но сейчас мы видим, что где находится команда НИП. НИП уже на протяжении, по-моему, полугода или месяцев 7, ничего не могут выиграть, ни один турнир, не могут открыться, у них какие-то постоянные проблемы. У них были проблемы с Аллу, которого они выгнали с команды. Потом пришел Пив, они начали с ним играть, потом получили слот на мейджор, у него были проблемы с паспортом, да, он не приехал, играл тред за них. Ну, сейчас, как бы, на этом турнире мы можем смотреть, что, Олежка, с тобой, что очень много непонятных вещей происходит. Те же бешеные китайцы, которые обыгрывают как бы ликвидов, да, которые обыграли ликвид, которые обыграли чемпионов мейджора предыдущего, которые никто не мог это сказать. Я смотрел на эту игру, но китайцы, они
ну, очень специфично играют. Вот что у них на уровне, действительно, в профессиональных командах, так это у них стрельба. А тактическая они играют, ну, очень, скажем так, старомодно. Скажем, у них еще такого нет. Но каким-то образом они все равно смогли как бы выиграть вот, действительно у достойных команд, которые могут претендовать на топовое место. И сейчас непонятно вообще, что произойдет. Сейчас, скажем так, Азия, азиатские команды находятся так далеко, казалось бы, от нас, от европейцев, от американцев. А сейчас просто команда с Азии приехала, наверное, первый турнир у них такой, да. Ну, были еще монголы, они приезжали, ну, там отдельная против них с ними история. Сейчас приехали китайцы, всем показали, ребята, а мы не так уж и далеко. Понимаешь, сейчас они вернутся домой, допустим, у них завтра выиграем, да, но все равно они уже вышли в плей-офф, они уже считают себя хорошей командой, которые могут выиграть топовые команды. Сейчас опять у них будут вливаться деньги в них, да, будут говорить новые команды, киберспорт у них будет развиваться, и потом мы скоро увидим опять ту же Dota 2 сцену, которая в один момент полностью выигрывала все турниры. А если еще взять, допустим, тот же StarCraft, там, где китайцы полностью доминируют вместе с корейцами. То что нам ожидать скоро? Ну, ты предвосхитил мой вопрос про китайцев. Вам предстоит с ними играть в четвертьфинале. Чего ожидаешь вот от этого матча? Честно говоря. Ой, ну я думаю, мы их в хлам должны. Ладно, это очень откровенно. Ну, откровенно, да, но слушай, ну тут такое, знаешь, тоже стоит поопасаться таких слов, да, ну что, да, мы можем в хлам, да, мы должны. Но думаю, Люминосити то же самое говорили. Вот. Вопрос как раз-таки о оценивании формы игрока. Люминосити, скорее всего, недооценили. Ты говоришь, тоже они играют старомодно, но вот я заметил, игроки тоже это обсуждали, что китайцы достаточно часто взаимствуют тактики у других команд. То есть та же подсадка на Инферно, у них есть как бы наработка по вашей подсадке. Соответственно, готовы ли вы играть против, наверное, своих же тактик, своих же наработок? Слушайте, я вам открою секрет. Все хорошие тактики, все команды друг друга воруют. Так что мы против каждой команды готовимся играть против своих тактик. Ну просто некоторые это просто откровенно полностью все копируют, а некоторые как бы скопируют на 70%, что-нибудь свое добавят, ну вот мы типа не своровали у вас, мы типа сами придумали, но я скажу так, что много команд у друг друга тактики как бы воруют и применяют. Как бы каждая команда, ну как оно происходит? Ну, например, поехали там Нави или Фнатики, выиграли турнир, все команды, так, надо же посмотреть, как они играют, за счет чего они выиграли, взять у них какие-то фишки взять хорошие, за счет чего они выиграли. Ага, вот эта вот тактика, они хорошую сделали, давайте мы такую же будем делать, мы тоже хотим выигрывать, да, мы тоже хотим, давайте возьмем тоже себе, потом выиграешь против какой-то команды, а против тебя делают такую же тактику, и ты сидишь, думаешь, вот, да. Вот соперники. Вот хорошие соперники нам попались, какие молодцы, смотрят за нами. Слушай, ну а вот когда вы готовитесь к игре, насколько соответствует ваша подготовка конкретно к реализации во время матча? Я имею в виду, Counter-Strike это же по большому счету импровизация, но вот если в процентном соотношении вы подготовили тактику, есть такое, что она получилась у вас вот на 100%, то есть все сделали что-то идеально, или всегда есть какие-то внешние факторы, которые, соперники, по крайней мере, вносят, когда вы уже подстраиваетесь под них в игре и уже как бы не тактически запланированно развиваетесь, а уже ситуационно? Я бы сказал бы так, у нашей команды есть, скажем так, давай начнем, две разноплановые игры. Допустим, возьмем как за атаку. У нас есть за атаку, подошли, стали на безопасные позиции, достали гранаты в руки, кинули их по тактике. Вышли на точку, получилось, хорошо, продолжаем. Если не получаемся, мы пытаемся построиться по-другому, играть более от размена, пытаемся занимать более выгодные позиции и уже навязывать такую вязкую игру, если у нас не получается играть тактиками. Вязкую игру, что это значит? Это, допустим, возьмем Даст-2, выйти в раш на длину, там навязать какой-то размен, те будут там халдить там в туннеле, в мидле, играть вязко, слушать оппонентов, как они перетягиваются, пытаться их словить на перетяжках и так далее. Это как бы тактика, но это не построишь, это как бы больше на скилле и на твоему как бы game feeling, это чувство игры, да, на чувстве твоему игры. И мы пытаемся этот стиль зачастую как бы комбинировать, чтобы мы не были такие, как бы, скажем так, чтобы нас соперник не читал. Например, на трейне, если мы занимаем перемычку, заняли тройку,
все знают, ага, если Нави занимает перемычку, тройку, значит, скорее всего, сейчас будет раскидка на Б. Раскидка на Б у нас одна из самых сильных в мире, да, я тоже кому-то говорил. У нас винрейт этого раунда... Соперник мы говорил. У нас винрейт этого раунда примерно 85%, то есть когда мы его делаем. То есть команда, понимаешь, команд тоже ж не надо злоупотреблять этим раундом, потому что если будет злоупотреблять, они его подстроятся в итоге в конце, и у нас он перестанет работать. Ну, соответственно, мы же не можем трейн выиграть за счет только одной тактики, правильно? Ну, это... А вдруг тактика перестанет получаться? Все. Да. Мы пытаемся найти как-то по-другому выиграть, по другие тактики пробуем, что-нибудь придумываем там и так далее. То есть, ну, очень тяжело, особенно сейчас, удивлять противников, потому что очень много чемпионатов. Ну и многие, опять-таки, всегда, когда ты выигрываешь, что многие смотрят твои игры и подстраиваются под тебя. Скажи, вот на этом турнире или вообще вот у вас в команде, кто подает идеи? Ты как координатор игрового процесса или все-таки есть кто-то у вас ингейм-лидер какой-то? Ну, скажем так, на 80% это я делаю. Игроки, это все игроки, скорее всего, кроме... Нет, все игроки, кроме Егора, они как бы могут предлагать в игре. Если действительно понимают, что это... Егор что, не предлагает? Не хочет? Егор, он как бы в это не вмешивается, ему как бы скажешь, пойди там убей двоих, ну или там что-нибудь сделал. Пойдет убьет троих, там четверых, да. Но, ну, Владислав, да, вот, скажем так, Денис, Даня и иногда Ваня на тайм-аутах, он тоже говорит свое там мнение, тоже как бы пытается объяснить, что нам лучше всего сделать, по его мнению. Как бы все мнения свое высказывают, мы это все слушаем, принимаем решение и начинаем по-другому как-то играть. Скажи, пожалуйста, вот в какой-то момент Counter-Strike из дисциплины 5 на 5 превратилась в дисциплину 6 на 6. Как думаешь, команды и вообще весь Counter-Strike от этого выиграл или все-таки нет? Ну, я имею в виду, почему нет? Потому что если ты заберешь одно звено, шестое, допустим, тренера, то команда уже будет неполноценна, она может по-другому как-то играть. Раньше такого не было. Сейчас Counter-Strike выиграл от этого или нет? И команды? Давай начнем с самого начала. Значит, КС 5 на 5, CSGO. Было 5 игроков. Первый мейджор, когда выиграли команда Fnatic со Шнайдером и с Devil Волком. Первые они выиграли у Непов. Потом, после этого, Devil Волк перешел на позицию тренера. То есть это была первая команда, у кого появился, второй появился тренера. Вторая команда это была, по-моему, Непы, которые взяли, по-моему, Питу себе в тренера. И потом потихоньку, ты знаешь, просто если бы, допустим, Fnatic... команд не было результатов? Да, если бы Fnatic не начали бы выигрывать, сказали, зачем им тренер, что он, или там аналитик у них был, зачем он им нужен, типа и так далее. А они его взяли, начали показывать хороший результат, и команда опять же, команда выиграет за счет чего? А может быть у них, потому что есть аналитик, который помогает. Опа, все начали думать, а давайте и мы возьмем. И так потихоньку. Вот дошло даже до команды Нави, что вот в октябре или там, в сентябре, там после Дубаев решили, Серега, давай ты будешь координатором. Ну, команды это начали ощущать эту нехватку как-то сами. Так оно может и не работать. Ты так понимаешь, не факт, что ты, например, я бы стал бы координатором, и команда Нави там вот взяла, так и выросла, да? Быть пропорционально. Она взяла и еще хуже стало. Все такие, да не, оно ни хера не работает, давай все по новой. Нет, ну понимаешь, вот мы взяли, у нас получилось. Другие команды тоже смотрят, а вот у них типа вот. Получается, это у них как мода становится. Да, а вот у них получилось. Вот давайте мы возьмем. Зоник, давай к нам. Все, Зоник стоит уже, координирует. Тут Капио был тоже с Моуспортов, да, за Моузами стоял на мажоре. Не получилось. Где Капио? Нету Капио. Почему? Ну, не получилось. Понимаешь? Тут как бы, тут еще тоже тренер, который за тебя стоит, должен понимать, что происходит вообще в КС, что происходит в команде, что такое Counter-Strike. Ты не можешь взять какого-то там, какого-нибудь, ну так скажем, человека со стороны и говорить, давай, координируй нас. Ну, правильно. В принципе, должен быть человек с авторитетом и с киберспортивным прошлым, который будет авторитетно доказывать мнение. То есть команда бы не приняла наверняка, пусть какого-то там именитого... Команда может это принять. Смотри, у команды вообще ничего не получается. Вот не получается. Игра приходит человек и навязывает, не навязывает, он предлагает.
А зачем вы тогда брали человека, чтобы его потом его не слушать? Ну, как бы глупо, да? Мы приняли решение, он будет нами командовать. Ну, давайте уже как бы его и слушать. Иначе зачем мы его брали? Так, парни, идемте, слоу Б, пойдем не. Не, все фигня какой-то игрок говорит, мы не пойдем в слоу Б, это фигня, пойдем на А. Ну, все. Зачем тогда брать координатора? Хорошо, Сереж, расскажи вот тогда откровенно. Ты наблюдаешь за командой со стороны, так скажем, ну так, сбоку, и, соответственно, понимаешь, какие проблемы у команды. Можешь вот сказать, с какой сложностью сейчас вы сталкиваетесь больше всего? Как бы эта проблема есть у всех спортсменов, у всех команд абсолютно. Это борьба с эмоциями. Сильно мешают эмоции во время игры? Ну вот представь, что отличает, например, профессионала от непрофессионала в КС? Ну, наверное, настрой, подход, тренировки, понимание. Вот это все перечеркивается, и себя начинает во время игры накрывать. Он меня убивает, я не знаю, он меня все время убивает, все время дает мне одну, я не могу, ну у меня все, у человека все, планка завышается, его там перестреливают, его там, не знаю, у него не получается просто играть, и он начинает заморачиваться, и он выпадает с коллектива, выпадает с команды. Ну так может случиться с 2, с 3 людьми, начинает злиться, что они проигрывают, начинает просто злиться. А когда начинает злиться, у него, ну, он теряет концентрацию, он все теряет. Все, что он был профессионалом, этим тренировался по 6, по 8 часов, там, зная всегда, он просто выключается, как профессиональный игрок, становится просто там чувак с матчмейкинга, который всех флудит, всех флеймит, все начинают говорить, вы все говно, я тут один крутой, и нарушается атмосфера в команде, коллектив рушится. Как вы с этим справляетесь? Как часто беседуете? Женя Ерофеев помогает вот с этим бороться? Да, Женя Ерофеев, да. Если бы не он, то, возможно, у нас было бы все по-другому. Возможно, было бы все по-другому. Как? Ну, как бы скажем так, вся психология держится у нас на одном человеке. Ну, скорее всего, на Жене. Ну, не скорее всего, так и есть. Согласись, это не совсем правильно. Как сказать, я понимаю, что вот Женя, он как, знаешь, как колпак объединяет вас, но если у Жени что-то будет не так в жизни, все-таки мышление, прежде всего, как мне кажется, профессионально, это мышление игроков. То, что Женя говорит, оно доходит вот до, не знаю, до недр человека, до его вот такого внутреннего понимания? Или все-таки это на одну игру он получил мотивацию от Жени и все? Женя не может повлиять на это. Дойдет для тебя до этого внутри, ты это поймешь или не поймешь. Единственное, что он может сделать, это постоянно говорить тебе. А ты, ну, не знаю, может подойдет сюда это выражение, типа дело утопающих рук самих утопающих, да? То есть, если ты понимаешь, что тебе это надо сделать, ты это сделаешь. Да. Если ты понимаешь, что ты действительно у тебя с этим есть проблемы, тебе человек подсказывает, говорит правильные выходы и правильную ситуацию, то если ты его воспринимаешь и как бы делаешь какие-то выводы, ты помогаешь. Если он пришел, мы разговариваем, мы собираемся за день до игры, где-то за час до игры, как мы идем на турнир, мы собираемся в лобби или где-то в номере, обсуждаем, настраиваемся, все остальное. Некоторые не воспринимают это, некоторые воспринимают, некоторым помогает, некоторым только мешает. Но сам прикол, что эти все слова, все, что он делает, это наоборот только нас объединяет. Хорошо. Следующую тему, которую я хотел бы обсудить, я вот с Женей ее обсуждал, и сейчас, мне кажется, она достаточно актуальна. Вот все современные... Сереж, ты смотришь, да? Да. Радует. Все киберспортивные сейчас игроки, особенно молодые, они получают такой очень сильный буст мотивации, скажем так, из-за очень быстрого роста рынка. То есть были турниры по 250 тысяч долларов, которые сейчас уже не воспринимаются так круто. Для вас это уже отдых после мажора. И наверняка в головах у прогеймеров сейчас уже мажоры. Соответственно, вот, с Женей я употребил такое понятие, как меркантильное эго. Растет ли оно у игроков Нави? Он сказал, конечно, растет. Мешает ли это играть игрокам? Я думаю, ты сам ответил на свой вопрос. Мешает ли нет? Твое мнение какое? Мое мнение такое, что человек, которому 18 лет,
который ни разу в жизни нигде не работал и получая достаточно крупные суммы призовые и так далее, он теряет как бы контроль над вообще над жизнью, он теряет Который понимание ценности денег и Да, ценность труда, наверное. ценность труда, он играет свое дело, он ну, как бы играл, как он играет, так он, в принципе, играет, так он за это получает деньги, как бы. А вот забыть, что такое про геймера, пойти взять себе брошюру, газету или зайти в интернет себе найти Или работу. книгу Или, почитать. ну, книга это не то. Найти себе работу с настоящим как бы у тебя боссом, который тебе будет ходить и пинать тебя, что не то сделаешь, урезать тебе зарплату и так далее, это, конечно, он переосмыслит бытие, которое у него есть, да, сейчас, и подумает, блин, а вот 250 тысяч, это же не так уж и мало. Вот это же не так уж и мало. Вот, ну да. Вот я вот поехал неделю назад, вырыл 150 тысяч долларов, да, он думает так. Здесь я могу вырыть за первое 100 тысяч. Но уже и столько этих турниров уже было, я уже так, ну как-то уже перенасытился. Вот эти вот турниры, это уже как-то все равно. Я уже имею свою зарплату, у меня же там, Комфортно, понятно. у меня же там лежит в банке там счет на крупную сумму. Я играю круто, чего? Ну что мне должно? Ну не выгоните на меня с команды, потому что я ценный, я крутой. У нас же замен нету. Ну, не будет ли это, вот, не перерастет это в такой, скажем так, круг мажоров, которые приезжают на турнир, играют... А ты зайди сюда вот вечерком сегодня, просто с камерой зайди, вот, посмотри, чем прогеймеры занимаются. Ну, я вижу, они играют в какие-то игры. Ну зайди, тут все бухают, все геймеры бухают. Приезжают на чемпионат, бухают. Первый день, второй день, третий день. Энви, по-моему, или... Ну, я не буду говорить кто. Давай не будем говорить Давай, кто. Я ладно, просто я скажу, что вот просто сидят, вот они вот приехали, ну что, пацаны, за приезд. Бах, чокнулись. Второй день, первая игра, проиграли. Хреново, пацаны, давайте выпьем. Выиграли. Классно, давайте выпьем. В принципе, вот с 2000 года, когда были турниры, там, киберзоны, ничего не поменялось, да? Или поменялось? Ну, в смысле ничего не поменялось? А что там было? Не, ну, там, опять-таки, потому что люди тоже отдыхали, они приезжали как... Ну, слушай, ну это ж друзьям. не была работа. Это было, ну, как бы Фан. spending time, ну, как, Да. времяпровождение, да, с своими друзьями, там, пойти на ночной турнир, выиграть ящик пива, и все. Сейчас же по-другому, тебе классный отель, перелет тебе оплачивают, что, ну, И еще условия нужны. ну, все тебе делают. Уже настолько все выросло, а люди, которые совсем как бы, ну, как сказать, ну, 18-19 лет, да, вот вернуть их на 10 лет назад, они бы так посмотрели бы, да ну, что, серьезно? не занимались. Что, серьезно? Это так вот тут у вас было? Это вот так, вы в таких условиях играли? Ну, сказали бы, да, говорит, о, Хорошо. Ты как тренер, ты как человек, который, в принципе, пробился с самого низа, ну, откровенно говоря. Мне нравится развивать тему для молодых людей, рассказывать, как они могли бы попасть в киберспорт. Твоя рекомендация для людей, которые сейчас играют там, в глобал рейтинги, вот, как можно найти команду и ну, поехать на DreamHack или вот как-то пробиться в топ? ну, тяжело. Вот на самом деле тяжело. Раньше было легче. Раньше, знаешь, как оно было? Вот ты пришел в клуб, там, где все сидят играют. Раньше интернета не было. Ну, раньше клубы были, да? Да, раньше не было интернета, ребят. Раньше все приходили в клуб, играли, и друг друга все знали. Кто как играет, и постоянно там. Давай сыграем, давай. Постоянно друг друга играли каждый день, и там уже было много проще. Сейчас-то как? Сейчас все сидят по командам, сидят в интернете. Какие-то такие уже просто огромные рамки, чтобы тебя как бы кто-нибудь увидел и понял, что ты как бы достоин там дать тебе шанс, это я не знаю, что должно произойти. Ну как я, понимаешь, ну не знаю, ребят, ну попробуйте там получить какие-то инвайты. Ну понимаешь, ну допустим тут же Faceit, да, есть сайт, там где все люди играют, да. Ну туда надо получить инвайт. Тебе не так, что я, например, куда там Вася пришел, сказал, ну, типа, я там Вася, так куда ты мне админ? Он скажет, нет, я тебя не знаю, тебе ничего не дам. А как что сделать, чтобы он узнал? Я не знаю, как это сделать. Наверное, надо, не знаю, очень жестко играть, или чтобы кто-то за тебя поручился, или там попросил за тебя, или как-то так. Ну, у нас сейчас нет такой опции. Точнее, может быть, она и есть, но я не знаю, что какая-то школа есть, либо, я не знаю, либо Академия какая-то. какая-то академия, да. Ну, то есть, ну, как? Я не знаю, как. То есть сейчас, в принципе, ну, раньше мне, честно говоря,
часто давали какие-то рекомендации. Ты один из первых, кто действительно так не особо может дать конкретную рекомендацию. То есть, в принципе, сейчас попасть в топ достаточно сложно. Ну что значит Резюмируя. топ? Ну, топ — это приехать на турнир. Ну слушай, сейчас команды, которые получают инвайты, другие часть команд, которые проходят квалификацию, а третья часть команд, которые не проходят квалификацию. Это какой? Это где они? Наверное, ниже. Еще где-то ниже, понимаешь? И у нас получается, чтобы попасть на ESL, должен ESL Pro League, ты должен пройти квалификацию, должен со второго дивизиона. А чтобы попасть во второй, надо пройти с третьего. А чтобы попасть вообще в дивизион, я не знаю, что там надо сделать. Какие-то очки заработать, какую-то, я не знаю, команду. И это, ну, вот, допустим, Фнатики взяли себе игрока. Я вообще первый раз в жизни этот ник вижу, этого игрока. Даже не помню, как его зовут. Кто это, откуда он взялся. Может, нашли. Ну, дружбан чей-то, знаешь, скорее всего, дружбан. Просто дружбан, он все время дружил с ними, там, поигрывал все время на Дом-8. Ну, давай его возьмем, ну, давай. Вот взяли. Другие, кто у нас еще есть такого из новых? Ну, вот взяли Envy взяли. G2 взяли, но они взяли с третьей команды. То есть там был LDLC Blue, LDLC Red, что-то у них такое было название. То есть, но эти люди, которые постоянно как бы практикуются, они там играли, были там тир 4-5 команды, к примеру, да. Они там играли, и они могли туда взять, то есть тоже было явно, там они и команда были, и тренировки у них были, и один и тот же язык и так далее, да, то есть это выгодно было. Как ребятам других взять? Ну, допустим, Россия, она страна, сука, огромная, да? Ну, понимаешь, ну вот как попасть? Ну, в России что там, Гамбит есть, что там еще, Empire команда есть, да? Недавно Кучера в Empire взяли. Ну, как попасть в эти команды? Ну, вот как? Я не знаю как. Понятно. Хорошо. Следующая такая завершающая небольшая часть интервью. Хотел бы... Многие не знают, но Сережа был одним из первых людей в организации Нави. Я бы даже наверное, сказал, первый. Я хотел тебя попросить рассказать о той истории, как тебе позвонил Арбалет и предложил собрать команду, которая в итоге потом переросла в Нави. Расскажи об этом, пожалуйста. Это был Арбалет. 2009? Да, 2009 год, Арбалет, Швеция, он сделал там турнир, выиграли его СК, по-моему, или Фнатики, я не помню, как они назывались. Я играл в команде Киршнет. До этого он проводил чемпионат у себя дома в Алматы, там приглашенные команды были и так далее, мы, по-моему, то ли выиграли, то ли как. Ну, в общем, как-то понял он, что... Перспективные ребята? Не перспективные ребята. Он понял, что я перспективный игрок. Подождите. Давай. Подождите. Он понял, что я перспективный игрок. Это, да, даже, может быть, получил статуэтку лучшего игрока турнира. Да, по-моему, лучше было, да? Да. Не АВП, или... Ну, короче, что-то в этом Дома было. есть, кажется, статуэтка. Да, есть. Ну и как-то, я не знаю, он поговорил со мной тогда давно еще. Я с ним поговорил, там мы немножко поговорили туда-сюда. Где вы говорили? В Алматы. В Алматы. Но на самом деле я уже, честно говоря, немножко подзабыл, как это все строилось. Но я вот точно помню, что мы проиграли турнир, заняли там то ли 4 место, то ли какое-то. Потом мне подносит телефон, с тобой шеф поговорить хочет. Я беру телефон, он такой: привет, там тыры-пыры, я хочу тебе предложить там такие-то на таких-то условиях сделать команду. Наберите по себе игроков. Я говорю, хорошо. Ну, честно говоря, испугался чуть-чуть. Ну, все-таки, да, 2009 год, только зарождался Counter-Strike, и не такое... Меценатства тогда не было еще. Ну, на самом деле, немножко испугался, потом не знал, что сделать, с чего начать. Кого ты взял в состав? Кого ты взял в состав и чем руководствовался? Ну, во-первых, я с Сашей связался, с Zero Gravity. Предложил ему менеджером быть. Сказал, братан, у меня есть такое предложение. А я знал, что Саша как бы в этой сфере хочет все равно что-нибудь там сделать. Потому что он и был и в GSC, и до этого был, и как бы какой-то результат был в этой сфере, тоже понимает. Плюс я там еще пару раз с ним советовался. С Зеро встречался, на свои расклады какие-то советовался. Ну, я понял, что предложил ему, говорю, такие-то есть условия, если хочешь, можем попробовать. Он говорит, да, хочу. Встретились, поговорили, взяли список. Игроков? Да, сделали список, там было около 10 игроков. Начали каждого обсуждать.
кто что может сделать, кто как будет вести себя командой, по нашим наблюдениям. Ну, выбрали себе игроков, ну и все. Все началось, появился тот самый состав Нави в 2009 году, который перевернул весь мир. Кто был в том составе? Ну, я знаю, ну просто я для зрителей. Был наш любимый стример Сеня, был наш лучший снайпер до определенного времени Маркелов, был Даня, был Ваня, Эдвард, Даня Зевс, ну и я был. Вот таким составом мы перевернули весь мир, СНГ комьюнити и так далее. Все из этого и началось. Потом взяли Олежку, ПРБ, который у нас был. Кем? Журналистом, который, да. В начале 10-го года пришел, по-моему. Да, потом мы сделали черно-желтый наш сайт, да? Да, вот было вот так вот все было, Потом начиналось. появилась Dota состав. Кстати, потом появился Dota состав, которые выиграли International. Никто не ожидал. Мы тренировали все на одной базе. Дома, там на одной улице мы сняли квартиру трехкомнатную, поставили там 5 компьютеров. Собирались там, понедельно расписывали, кто когда тренируется. Ой, было, конечно, классные времена были. Ну и в итоге дотеры поехали, потом выиграли чемпионат, и опять же, хайп такой был, да, от этого. Нави, и в КС всех убивают, выигрывают, и Дота, да, и все пошло наверх. Сереж, я, наверное, хотел тебе сказать и спасибо и за интервью, и за то, что ты вот был таким прародителем, ну, объективно, был таким вот одним из первых людей, которые заложили этот камень в организацию Нави. Надеюсь, для многих это было открытие. Гордись этим. Спасибо тебе еще раз большое за интервью. Какие-то приветы, пожелания. На этой хорошей ноте как бы хотел закончить. Приветы, пожелания, благодарности всем, кому хочешь. Вот туда. Всем привет, ребят. С вами Сережа Старикс, нынешний тренер команды Нави, иногда игрок. Ребят, спасибо, что за нас болеете, переживаете, оставайтесь с нами. Спасибо, удачи.